стенде компании Tena. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Сергей Бычковский, генеральный директор технологического центра Tena. Давно известна на рынке, больше 20 лет компании. Представляем Fronius, и сейчас стратегия поддерживать клиентов, обслуживать, которые имеют Fronius. И у нас есть два дополнительных бренда. Это завод ZTE, российские источники, которые делаются по нашей спецификации с нашими прошивками. То есть плодотворная работа в течение 2 месяцев. И оборудование Colark от турецкого производителя. Colark — инновационный завод, который делает весь спектр оборудования для дуговой сварки, в том числе большие источники для сварки под флюсом, для спецприменений. Когда делали аудит завода предварительно, понравилось, что конструктивно настолько все продумано и близко к русским условиям эксплуатации, что присвоили сразу им номинацию «Неубиваемая». Потому что реально по всем мелочам, которые прошлись, я не говорю о программах, программы тоже дорабатывали совместно. Это, в общем-то, соответствует поколению TPS, Digital, Fronius, и возлагаем на эти машины большие надежды. Очень нравятся взаимоотношения, люди понимают, чего мы хотим, то есть нет никаких проблем коммуникации. Второй фактор – это элементная база и унификация, которая используется во всей серии, то есть хард одинаковый для источников ТИК, МИГ и ММА. То есть с точки зрения будущих гарантий, ремонтов, все просто и легко осуществимо. Уже есть несколько применений в автоматизации. То есть это оборудование имеет тоже плюс единый интерфейс. Под все протоколы нужно указывать, какой протокол, просто и все. Мощности проволокоподающего — это тоже высокий крутящий момент, и что для робот-версии, что для ручной версии используется один мотор-редуктор. И, в общем-то, есть много разных нюансов, о которых люди продумали, то есть отталкивались от пожеланий клиентов. Учитывая, что в Турции этот бренд номер 1 и работает во всех индустриях, в тех же, в которых мы работаем в России, возлагаем на это большие надежды, что первый фидбэк или реакция наших клиентов, которые успели получить машины на... Купить данное оборудование и протестировать его? Все просто. Поставщик, эксклюзивный технологический центр Tena. Это сайт tctena.ru или fronius.ru или colark.ru. Вы заходите на один ресурс, там находится каталог. В технологическом центре у нас представлено все оборудование. Если двигаетесь на главной странице в левый верхний угол, там написано «Региональные команды», обозначены все адреса, выскакивает интерактивная карта, можете кликнуть то, что вам ближе. Юрлицо одно, бизнес-процессы одинаковые, прайс-лист один, сервис единый, центральный склад. У каждой команды есть это оборудование, есть машины. Заявляйте демонстрацию. Все обучающиеся материалы, обучаемые материалы для обучения, в том числе инструкции по QR-коду, будут скачиваться. Есть видео уроки. То есть не засоряется инструкциями глобальными голова сварщиков, им нужно выполнять работу, детали варить. То есть есть всегда подсказки элементарные, с помощью которых можно не терять время, решить проблему быстро. А какая гарантия на оборудование? 2 года стандартная на все, на трансформаторы 5 лет. Это хороший показатель. Можно и 25 дать, потому что, я не знаю, только если их в ядерный реактор сбросить. Я смотрю, это новинка на этой выставке.
большой ажиотаж, много кому интересно про это сварочное оборудование. Многие хотят его использовать, попробовать вживую. Да, Коларк, в общем-то, в России мало был известен. Его использовали в основном турецкие строители, которые в России работали. Но это машина тоже Микмак и МАМА. Но в составе автоматизации он попадал в Россию. И как бы на 2 заводах минимум, на КАМАЗе, равнопрессовый завод, по-моему, называется. Я видел большой комплекс. В комбинации источники на этом комплексе стоят для сварки под флюсом и для Микмак. Ну, еще где-то, не помню. Ну, широко оно неизвестно, но, в общем-то, присутствует и, там, и в развитых европейских странах, кто ближе к Турции, Венгрия. Видел в референс-листе у них и поставки в Англию. Но как бы это 25-й вопрос, куда они там что поставляли. Важно, что те микронюансы, которые были, мы их подправили, и то, что будет поставляться в Россию, в общем-то, идеальное оборудование. Ну, а дальше посмотрим. Какие еще технологические задачи можно решить по сварке, если обратиться в вашу компанию? Ну, мы исторически сильны, у нас очень сильный отдел автоматизации. То есть люди понимают, что делать, как делать, с кем контактировать. До недавнего времени, когда у нас был доступен Фрониус, сейчас только запчасти, это роботизация, и всех интеграторов мы обучали сварке и сопровождали их процессы, потому что, в общем-то, рисковый бизнес и свой как бы объем информации или свою работу они знают, но по сварке, как правило, понятно, что они не обладают такими знаниями, как мы. И в нашем технологическом центре были представлены все процессы, и CMT, и лазер-гибрид даже какое-то время был. Ну, с Коларком тоже все это восстановим. Спасибо большое. Пожалуйста. Компания «Технологический центр Тена». Новинки по сварочному оборудованию. Турецкое сварочное оборудование, российское. Это новинка на этой выставке. Привезли они буквально 2 недели назад данное оборудование. Полуавтоматы. Страна изготовления Турция. Бренд Коларк. Высокотехнологичный завод, который находится в Турции. Оборудование изготовили со специалистами компании Тена. Они много продавали сварочное оборудование Фрониус, но они являются официальными дилерами Фрониуса в России. Они хорошие специалисты в этом, умеют, знают, что, как нужно сделать, какие требования у российских заказчиков по данному оборудованию. Сейчас хочу кого-нибудь из сотрудников попросить сделать небольшую презентацию по данному сварочному оборудованию. Тут я вижу аргонники АСДС с пульсом. Это у нас 500-й полуавтомат. Так, технические характеристики. Это у нас простая синергетика. 500 амперной с синергетикой 3 в 1. Также есть импульсники. Это у нас оборудование от EvoSpark. Компания Tena сделали вместе с заводом ZTI в России. Изготовление сварочного оборудования в России. Это генеральный директор Сергей Леонидович компании Tena, технологический центр. Там у нас роботизация. Посмотреть на роботы, на швы. Это у нас алюминий. Екосава. Ух ты, он похож такой же, как у Фрониуса. Интересно.